Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, потому что я знаю, что YouTube барахлит, а в телеграм я дублирую все свои видео. Единственное, что они пониже качеством, но если вы смотрите на телефоне, с телефона, то оно вполне себе и даже, наверное, не отличается. Последний, купленный в 2024 аромат. Дело в том, что вот этот аромат я купила в 2024 году и планировала в нем быть на Новый год. Но он 31 числа пришел в пункт доставки, и я не успела его забрать. И он пришел вообще, я так понимаю, там под закрытие, я бы, даже если бы туда и понеслась, не успела. Поэтому я его получила уже вчера. Вчера я, кстати, выложила в Телеграме распаковочку. Заходите, смотрите. Будете узнавать все намного раньше, чем здесь. Аромат называется Фонтан Рояль. И бренд, все время забываю, как он произносится, Солеманто. Солеманто переводится на русский как «из-под пальто». Смотрите, какая тут интересная коробочка. Вот сам флакончик. Он такой, знаете, прорезиненный немножечко. Там, конечно, стекло. И что мне нравится, есть большая вероятность, что он не выскользнет из рук. Здесь в коробочке есть вот такой вот медальончик. Его можно набрызгать ароматом и оставить где-то в комнате. Но я так обычно не делаю. Для меня вот, если аромат на мне, то я не ароматизирую комнату, потому что тогда у меня какое-то ощущение, что это не аромат, это не парфюм, а аромат для помещения. Ну, есть такой у меня. Так, такая тут еще книжечка про все ароматы. Что меня удивило в этом аромате? Что он похож на Potin de Palaces, это от Libre d'Orange, но он как будто бы тоньше, как будто бы он такой невесомой дымкой на тебе сидит. Он даже как будто ведет себя как молекулярная версия Potin de Palaces. Он очень деликатный, и, что самое интересное, у него совершенно другая пирамида. Там нет ни имбиря, там нет ни ноты кожи, там даже фиалка не заявлена. Но я чувствую тут такую фиалковую пудру, хотя тут ирис есть. А тут есть розы и герань. И вот мне кажется, розы и герань, они дают какую-то такую холодную, герань даже немножко металлическую ноту дает. То есть есть такая свежесть. Тут лабданум, стиракс, ваниль. Ваниль чувствуется хорошо. И чувствуется в аромате как будто бы специевость, как будто вот как в Путане там есть имбирь, который такой остренький, специевый, и пудра. И вот это сочетание такое интересное, да? И вот здесь то же самое. Он теплый, он немножечко холодный, он и с косметическими оттенками пудры. Но это вариант вот на каждый день 100%. Если Путана еще, ну, можно подумать, да, куда ее надеть, куда нет, то вот тут прям 100% аромат на каждый день. Он чувственный, он сексуальный. Я не нашла на него практически отзывов на русском языке, 2 или 3 всего, и 2 или 3 на испанском. И вот там его прям так называли, что он очень сексуальный, он очень чувственный, манящий, привлекательный. Я пока не проверила эти его свойства, но так как он похож на Путану, мне кажется, что да, потому что Путан для меня такой аромат. Самый дорогой аромат за 2024 год. Я долго думала, потому что такой есть, у меня как-то есть ароматы, которые не сильно отличаются по цене, у меня есть все-таки лимит. Вот, но, наверное, самый дорогой это Keep Glazed от The House of Food. Это манго. Такой манго. Стартует аромат зеленым, немножечко с хвойным оттенком манго. А к базе появляется древесность, появляются такие ноты специевые. И на мне, на холодной коже, он вот, эта база, она заглушает этот красивый манго. Аромат, конечно, лучше всего открывается либо в жару, на холодной коже, либо на горячий круглый год. Ну, мне лично так кажется. Буду сюда ставить, кстати, ароматы. Да, тут красиво будет. Так, следующий.
Самый дешевый парфюм за 2024 год. Вообще я собой горжусь, потому что я практически не покупала таких ароматов очень бюджетных, чтобы они вот стояли и вот ни туда, ни сюда. Это было мое правило, и я ему в принципе следовала, но сделала одно исключение. Очень уж сильно хвалят этот аромат. Это Lovely, Сара Джессика Паркер. Да, это красивый аромат. Он такой на каждый день. Он мне все-таки напоминает Фохё от Нарцисса Родригес. Но я так понимаю, что кто любит Фохё, тем напоминает. Кто Фохё не очень, тем нет. Вот старт отличается. Старт у него такого коктейля. По-моему, тут заявлен мохито, что ли. Какой-то тут коктейль заявлен. Ну вот чувствуется очень свежее начало. Лаванда. Но потом я почему-то чувствую тут незаявленный флёр де оранж, который есть в Нарцисса Родригес. Да, тут нет мускуса того самого. Вот Родригеса нету. Но в чем минус, да, я его не ношу. Ну просто когда я открываю свой парфюмерный шкаф, у меня всегда либо есть что-то новенькое, либо что-то прям, что на меня произвело очень сильное впечатление, что мне хочется поносить. Такая конкуренция там, в общем, в парфюмерном шкафу, что вот, ну, стоит аромат. Это как всегда с такими довольно бюджетными ароматами, продавать его нет смысла. Только если кому-то подарить, кому он сильно понравится, но только если так. Ну, в общем, вот так получилось. Самый используемый аромат. Тут, наверное, я удивлю многих, но я и сама себя удивила. Это императрица от Дольче Габбана. В том году мне вдруг внезапно, прям серьезно, внезапно пришло в голову, я вдруг стала ощущать, вот вспоминать Дольче Габбана императрицы, и мне прям захотелось его купить. И я просто носилась по городу, искала этот аромат, потому что этот аромат тут совершенно не популярен, он тут не зашел. И его найти вот не так просто, да, вот зайти в любой магазин и купить. Если заказывать, то, конечно, это не проблема. Но вот мне прям хотелось сегодня, сейчас его на себя нанести, и я вот искала. Почему он самый используемый, да, как я думаю? Иногда я встаю с утра и просто не могу решить, принять это важное решение, чем я буду пахнуть целый день. А этот аромат обладает одним огромным плюсом. Во-первых, он такой именно утренний для меня, свежий, какой-то даже позитивный, дающий заряд. Но во второй половине дня я его уже вообще на себе не чувствую. И можно без зазрения совести нанести другой аромат, уже более сильный, более стойкий, более шлейфовый. И я пользуюсь, в общем, этим. И когда вообще, в принципе, я открываю шкаф, и я не могу решить ничего, иногда меня просто настолько бесит, правда, прям бесит, что и этот, и тот, и тот, и тот, и все мне хочется, и сразу я понимаю, что я уже не могу это делать, я закрываю и просто беру императрицу. Вот такая вот история. Нисколько не жалею, что купила себе вот такой большой флакон. Наверное, видите, да, какой тут у него уже расход. Так, давайте дальше. Парфюм, который удивил. Это не один парфюм. Первый, с которого я бы хотела начать, это вот эти два аромата Atelier Moderne и White Widow от Синонимов. Правда, меня очень удивили. Они настолько необычные, настолько уникальные. Редко такое я вообще встречала. А еще это я вообще спец по цветочкам, по пудре вообще очень сильно, да, по каким-то ароматам, которые называются ретро-звучанием, это обычно пудровые, вот. А это прям вот современный аромат, он даже больше древесный, пряный, и он мне очень нравится. Это Atelier Moderne, я про него рассказываю. Он на каждый день, потому что у него такой средний шлейф, и он где-то держится от 4 до 6 часов. Вообще это экстракт, и он очень деликатный, но он очень интересный. Вот когда его чувствуешь, хочется разгадать, что же там такое. А White Widow
Это более такой, намного более шлейфовый аромат. Он прям заполняет собой всю комнату. У меня муж им пользовался в основном, потому что у него горячая кожа, он как-то с него более органично звучит, с меня слишком громко и слишком долго. Здесь кофе, я чувствую тут немножечко такой соленый сандал, здесь есть чернослив, такой прям сочный чернослив. И даже вот я перечисляю ноты, но есть в этом аромате что-то такое, еще тут, кстати, пряности есть, что привлекает, опять же, да, как вот и Ателье Модерн, что хочется его разгадать, хочется его почувствовать, у него такой окутывающий шлейф. Мне очень нравится, когда рядом со мной мой муж вот в этом аромате. И мне повезло, ему он очень понравился, он им, особенно летом почему-то, да, летом он им пользовался прям очень часто. Еще ароматы, которые меня удивили. Еще два аромата, которые меня удивили. Это, наверное, вас тоже удивило, да? Это Ален от Мюглер в туалетной воде. Вообще, я всегда рассказывала, что у меня с мюглерами не очень. Но тут я искала кашмиран, ноту кашмирана, и в связи с мюглерами об этой ноте я очень часто читала. И подумала, что ну как-то вот надо мне все-таки еще раз к ним подойти и все попробовать. И я подошла к туалетной воде и просто пропала. Я ее не тестила до этого, я тестила парфюмерную. Та для меня все-таки чересчур сладкая и тяжелая. Есть какая-то вот нота там, которую я не переношу, она какая-то слишком для меня приторная. А здесь все стартует таким свежим, ярким бергамотом. И даже он мне кажется каким-то таким ароматом свежести. Но потом тут добавляются яркие ноты жасмина. Довольно-таки натурально он звучит. Я часто тут встречаю в Испании цветущий жасмин, но абсолютно без индольности. Абсолютно, потому что все-таки натуральный он имеет эту нотку, а здесь вот прям такой выглаженный, вычищенный, красивый жасмин. И да, в базе есть нота кашмирана, такая теплая, она придает аромату какой-то вот уют, какое-то ощущение мягкости аромата. Мне очень нравится. Он, не скажу, что он совсем не сладкий, в нем есть сладость, сладость жасмина, но вот эти вот верхние ноты, яркий цитрусовый бергамот, он вот прям освежает аромат, и мне очень нравится это сочетание. Но это еще не все. Это еще не все. Меня очень удивил Ив Сен-Лоран своим новым Black Opium Over Red. Не могла о нем не сказать, конечно же. Я давно хотела себе в коллекцию какой-нибудь Over Red, но мне не нравилось. Мне опять же было слишком сладко, слишком как-то громко, слишком долго. Обычные версии Black Opium. А здесь появилась нота черешни, вишни. Это даже вишня в шоколадной конфете с нотками коньяка. И вот это мне просто, это просто мне снесло голову. Правда, это потрясающий аромат. Я не ждала вообще от Black Opium чего-то подобного. Просто так как я блогер, мне интересно всегда, конечно же, потестировать новинки, рассказать вам. Я даже подходила, думала, что это, будет там чуть-чуть вишни, и, в общем-то, на этом все закончится. И опять обычный Black Opium, но нет. Эта вишня в шоколаде звучит на протяжении звучания всего аромата. Это очень красиво. Это лучший для меня, вот лучший Black Opium из всех. Хотя фланкеры, да, обычно они, обычно уступают, так сказать, флагману. Так, еще один аромат, который меня удивил. В общем, в этом году меня очень сильно удивили люксовые ароматы. Это La Vie Belle эликсир от Lancôme. Такая же история. Очень хотела себе в коллекцию какой-нибудь аромат от Lancôme из линейки La Vie Belle, но мне не нравилось. Я вот все время рассказываю одно и то же. Сладость.
приторная такая сладость, синтетическая сладость. Да, вот есть такое, что в Black опиумах, что в Лавиабель. Ну, такая она синтетическая все-таки сладость. Я не могу сказать ничего плохого, потому что мне часто даже их шлейфы нравятся со стороны. Но вы понимаете, да, шлейф почувствовала, человек прошел, и все. Возможно, если бы кто-то из моих близких пользовался, и это все время было бы, мне было бы тоже тяжело. Или на мне это воспринимать. А эта версия, она совершенно другая. Мне кажется, что даже это могла бы быть какой-то выпуск в бутиковой линейке Lancôme. Мне кажется, они просто решили не рисковать и выпустили этот аромат в люксовой линейке и именно в La Vie Belle, в раскрученной линейке, потому что он не похож. Тут фиалка, все с нее стартует, она свежая, она немножечко с зелеными нотами, и она похожа на фиалку из Фаренгейт. Вот мне очень сильно похоже. Потом, значит, минут через 5 я уже чувствую тут ноту кожи. И здесь есть малина. Малина тут, скорее всего, знаете, она сладкая. В ней есть сахар, но как будто бы она свежая, такая перетертая с сахаром малина. Очень красиво. Поэтому, конечно, удивительно, что они выпустили в Лаве. Я рада, я рада. Если бы это была бутиковая, она бы стоила раза в 3 дороже. Моя любимая покупка. Моя любимая покупка не одна, конечно. Вообще все покупки в этом году практически, да, мне нравятся. Я очень была осторожна. Я даже когда вслепую заказывала, я настолько изучала отзывы, что я ошиблась всего несколько раз. Ну, прям чуть-чуть. Ну, это все в одной покупке пришло. Ну, это дальше. Моя любимая покупка — это молекула 19 The Beach от Zarka Parfum. Я искала кокос натурального звучания, как в кокосовом масле. И я его нашла. Вот здесь вот. Мне больше нравится, как этот аромат звучит в теплую погоду. Я потому что его носила вот сейчас. У нас холодный ветер. Да, можно все-таки сказать, что это холодно, я бы так сказала. И мне здесь слышится база, про которую писали, я читала на фрагрантике. Но это не амбр деревяшки. Это такие амбро-деревяшки на супер минималках. Прям, ну вот намек на них есть. Но мне не нравится, потому что в тепле тут больше раскрывается такой мягкий, округлый кокос с древесными нотами. В нем такая деликатная, натуральная сладость. И это настолько необычно, это настолько красиво и настолько дорого звучит, что очень жалко, что это теряется вот в прохладную погоду. Очень жалко. Ну вот с одежды, кстати. На одежде он вот такой вот, как я его чувствую, в тепло. Наверное, еще на горячей коже. Наверное, но не уверена. Так, давайте дальше. Еще одна моя любимая покупка. Это Сикуши номер 7. Наверное, еще она любимая, потому что очень редко мне удаются спонтанные покупки, обычно они все провальные. А это была спонтанная покупка. Еще она была в Амстердаме, куда мы путешествовали вместе с моей Ульяшкой. И, наверное, поэтому я и не ошиблась в выборе, потому что со мной была она. Возможно, ей удаются спонтанные покупки лучше. И она выделила этот аромат среди остальных этого бренда и предложила, что, может быть, давай купим. И мы купили. И это очень удачно. Это очень удачно. Это аромат с нотой малины, кожи, да, похоже на Лавиабель, но совсем другая история. Здесь кожа, она больше похожа на кожу в Амуаж. И я и там чувствую это как будто бы супер приглушенный ут, приглушенный другими нотами. Вот, например, малиной. Но тут скорее малиновое варенье. Тут заявлен персик или абрикос, я не помню, но я это чувствую больше вообще как курагу, то есть какие-то такие уже сухофрукты. Он теплый, он обволакивающий, он стойкий, он шлейфовый, он сладкий, да, он намного более сладкий, чем, например, вот La Vie Belle с таким же похожим составом. И здесь есть сахарная вата, кстати.
Да, заявлена сахарная вата. И правда, ну, аромат сладкий. Покупка аромата, о которой я жалею, да. Я бы даже сказала, что это мой парфюмерный кошмар. У меня вообще их немного. Кошмар для меня означает, что мне правда настолько неприятен этот аромат, что у меня там от него может голова болеть, мне может прям физически быть плохо от него. Прям не буду вам портить аппетит, да, ну не очень, в общем, прям на физическом уровне. И я его нашла. Это Blood Concept плюс MA. Это какой-то ужас. Ой, я не знаю. Я заказала 3 аромата от этого бренда. Blood Concept в красном флаконе, MA плюс 1, в общем, неважно, тоже MA называется. Потом я заказала аромат B, он называется, и вот этот вот. И когда я читала отзывы, лучше всего они были об этом аромате. То есть про те писали по-разному, да, там люди спорили, кому-то хорошо, кому-то плохо. Про этот почти все написали, что это очень хороший аромат. Такой аромат чистоты. Но для меня это аромат какого-то кошмара. Я не чувствую тут никакой чистоты. Я чувствую здесь какую-то отдушку, я не знаю, формальдегид какой-то, я не знаю. Мне что-то настолько неприятно в этом аромате. Я не очень хочу его разнюхивать. В нем есть какая-то синтетическая холодная нота, которая вот высверливает мозг, которая почему-то во мне прям, знаете, до желудка. Даже желудок сжимается, когда чувствует эту ноту. Я не знаю, что это. Это не связано с названием бренда, да, там просто у них как будто бы ароматы по группе крови. Нет, я не связываю, потому что 2 других аромата я абсолютно нормально воспринимаю, хотя вот в красном флаконе MA он звучит, ну, вообще очень странно. Он называется MA плюс Red. Он очень странно звучит, намного страннее, чем вот это вот. Но у меня нет такой реакции. Ну, абсолютно. Я не знаю, что это такое. Ну, это что-то очень очень что-то плохое, и то, что совершенно меня не привлекает, отталкивает. Если у вас есть этот аромат, и вы его любите, извините, да, друзья, но это, возможно, вот что-то вообще очень личное, какой-то опыт жизненный, который я не помню. В общем, психологическая травма ароматом. Самые оригинальные ароматы, которые я купила в этом году. Это 2 аромата. Один Quattro Pizze Casamarati, другой Blanche Bette от Le Roquette Imaginerie. Я их показываю вместе, потому что здесь их объединяет кокос. Здесь он не заявлен, но я его чувствую. Они немного похожи, эти кокосы, потому что они сладкие. Они такие, скорее всего, это кокосовое масло, но оно то ли с сахаром, то ли что с ним, но оно прям сладкое. Здесь в Blanche Bette есть нота Mystical. Для меня это нота такой картонной коробки, которая пришла ко мне из люксового магазина, в которой есть вот эти вот, знаете, вот упаковка, там такая бумажка шуршащая, красивая. Вот что-то есть такое, да. Но это приятно. Вот тоже синтетическая, да, но мне эта нота приятна. Она для меня про что-то новое, про чистоту. Но аромат все-таки сладкий. Тут еще нота молока есть, я ее хорошо чувствую. И тут есть тубероза. Тубероза тоже здесь довольно ощутимая. И тут тоже есть тубероза, но она зеленая, потому что тут есть зеленые ноты со старта. Здесь тоже есть вот этот вот сладкий маслянистый кокос, древесные ноты, и тут тоже есть вот такая вот сливочность в аромате. По моему словесному описанию, как будто эти ароматы похожи, но на самом деле это не так. Если вам нравится Quattro Pizze, совершенно не значит, что вам понравится Blanche Bette и наоборот. Все-таки они отличаются. Здесь я чувствую даже какую-то ноту, как будто бы инжира в Quattro Pizze. То есть он для меня такой сладкий, фруктово-туберозный аромат.
А вот этот, он вот с этой вот нотой мистикаль, то есть есть какая-то в нем такая а, молекулярность, что ли, да? Но не в том смысле, что он очень тихо, да, вот как молекулярные ароматы иногда звучат неразличимо. Нет, он сам громкий, но вот эта вот нота мистикаль, она все-таки больше не природная, я вот так вот скажу. Вот такие вот получились у меня номинации. Пишите, что вас удивило, какие ароматы вас удивили в 2024 году. Лучше, конечно, если приятно. Может быть, я что-то пропустила, может, мы все пропустили какие-то ароматы, поэтому напишите обязательно. Спасибо вам, что вы были со мной. Не забывайте подписаться на мой телеграм-канал, на этот канал, поставить палец вверх, написать комментарий. Все, я вас всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.